Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Срочное сообщение от высших сил. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива записывайтесь в телефон под видео. И в очередной раз, ребят, мне показывает, что вот среди вас есть люди, которые либо же сами владеют магическими какими-то способностями, либо вы обращались вот к каким-то там колдуньям, тарологам, там, я не знаю, ну, то есть что-то такое, вы, может быть, пытались снять порчу, может быть, вы делали диагностику на наличие негатива, да, а все из-за того, что в вашей жизни была трагедия в личной жизни. Это, скорее всего, ну, конечно же, это такой привет из прошлого, да, не очень приятный привет. Однозначно, здесь было разбито сердце, здесь у многих проиграется измена. Причем здесь измена даже у кого-то может быть даже, что вы не знали, что там была измена. Просто мог быть спровоцирован скандал какой-то вот женщиной, да, мог быть спровоцирован конфликт, ну что-то пошло не так, коса на камень, то до конца вот вы не все, ребята, знаете, что измена была. У кого-то она была одноразовая, у кого-то вот в процессе жизни, да, что вы еще и жили после того. Вот что самое печальное, потому что вы даже не догадывались. Это какой-то такой маневр был, знаете, маленькая отдушина вашей женщины, так скажем. Знаете, что самое печальное, что среди вас также есть такие, кто живет еще прошлым. Вы прошлое абсолютно не отпустили. Вот есть среди вас такие, да. Несмотря на тот жестяк, который был в ваших отношениях, несмотря на вранье, вы все-таки еще надеетесь, что вот все наладится, потому что я ее люблю, потому что я ее не хочу терять и так далее. Но, ребята, я вот не вижу, чтобы ваша женщина хотела возвращаться. Отпустите прошлое, вот отпустите, потому что тогда вы не сможете вступить в будущее. Я вам скажу, что среди вас есть такие тоже товарищи, которые, ну, какой-то период также любили заглядывать в рюмочку чая. Кто-то сейчас может заглядывать просто потому, чтобы, знаете, как говорят, напиться и забыться. Просто потому, чтобы каким-то образом отвлечься. Либо же вы уходили кто-то в рюмку чая, либо же кто-то уходил с головой в работу. Вот когда вам было плохо, но это такой, знаете, у вас отвлекающий маневр сами для себя вы такой придумали, да, что вот куда-то нужно свои мысли, вот куда-то кто-то расслабляется, кто-то наоборот себя грузит работой. И знаете, вот после тех перипетий, которые были в вашей жизни, вообще как-то вы стали, ну, не очень-то уверенный в людях человек. Если раньше вы слепо всем доверяли, то теперь у вас... Особенно вот, да, мне показывает, особенно касательно вот женщин, отношений с женщинами, вы теперь абсолютно не уверены ни в ком и ни в чем. Напишите в комментариях, есть у вас недоверие к женщинам или нет. Ребят, давайте сделаем такой опрос очередной. Доверяете ли вы женщинам, вот новым женщинам, да? Прошлое пусть останутся где-то там позади. Вот честно только, давайте все напишите, вот доверяете вы женщинам или же все-таки не очень. Я вам скажу, что у кого-то из вас может даже проиграться, что после вот этих вот жизненных каких-то перипетий у вас были проблемы с сердцем, сердечно-сосудистая система. Возможно, вы даже попадали в больницу. То есть однозначно здесь жизнь как будто останавливалась. Кто-то сейчас, конечно же, в таком может быть положении. Я всегда это говорю, потому что это общий расклад, ребят. У кого-то сейчас это происходит, у кого-то это уже пройденный этап. Здесь, скорее всего, был, ну, официальный развод, окончательные отношения, но очень болезненный развод такой. То, что на ком-то из вас есть магическое воздействие, ребят, это 100%. Это уже даже не первый раз нам выпадает в раскладе. Да, здесь было сделано, здесь было однозначно сделано. Причем это не без женщины, которая была в вашей жизни. Ну, все подробности, это, конечно, на личные расклады записывайте. Здесь я так буквально в двух словах.
Кто-то из вас переехал, либо же планирует переезжать. Опять же, это может быть связано и с тем, что все, я остался один, да, хочется сменить атмосферу, хочется либо же вообще переехать на другую квартиру, в другое место, там, в другой город. Ну, то есть, вот мне показывает, что вы либо же хотите, либо же уже переехали, да. Также, знаете, вот почему-то мне идет такая информация, что когда вот у вас все случилось в жизни, да, вот когда вы расстались с женщиной, вот как будто застопорилась ваша жизнь, вы стали не такой активный, вы перестали вообще как-то вот задумываться о личной жизни, о будущей личной жизни, да. Ну, то есть такой момент, что был период абсолютного затишья в личной жизни. Абсолютно. Какие-то вот одноразовые романы я не считаю. Я понимаю, что меня разные категории мужчин смотрят. Ну, одноразовые романы чисто для здоровья, для развлечения я абсолютно никогда не принимаю во внимание. Но вот здесь потерян смысл жизни. Здесь как будто вот земля уходит из-под ног, да, когда ты теряешься, когда ты не знаешь, что и как делать. Паника, хаос, ну, в таком духе. Да, вот у кого-то мне показывает, это уже было давно по звезде. Это пройденный этап. Ну, а кто-то, конечно, сейчас так. В общем, знаете, сказать, что ваша жизнь была легкой, ну, никак я не могу. Здесь было много моральных таких переживаний, испытаний. Вы, ребят, вот, ну, честно, глубоко травмированные люди. Ну, многие это точно, если не все. Вот реально, ребят, у каждого это своя личная трагедия, конечно же. Но у всех вот что вас объединяет, это проблемы с женщинами. Это не то, что там одноразовая какая-то история. У многих может даже проиграться, что не с одной женщиной вы испытывали трагедию какую-то, да? Это может быть и 2, и 3 раза вам делали больно. Кто-то сейчас живет в таких болезненных, токсичных отношениях. Поэтому то, что вы глубоко травмированы, это 100%, к сожалению. Итак, давайте-ка смотреть, что же хотят вам сообщить высшие силы. Значит, смотрите, ребят. Я вам хочу сказать, это я чувствую, будет сегодня у нас снова такой, может быть, для кого-то даже слезливый немножечко расклад. Потому что мне снова показывают, что у вас в основном вот ваши такие ангелы-хранители, покровители, да, вот из высших сил, так скажем. Это женщины. Это женщины, они уже не один раз к нам опять же приходили на расклад, и снова они к нам пожаловали. У кого-то это мама ушедшая, у кого-то бабушки, тети, да, ну то есть это покрови, это близкие люди. У кого-то, может быть, не дай бог, дочь у кого-то ушла, да. Ну, разные бывают ситуации в жизни. Это люди, с которыми было вам, ну, еще при жизни, да, не всегда легко, но они вас безумно любили. Эти женщины, которые даже оттуда вас любят и пытаются так защитить, да, вот быть вашими покровителями, они настолько, вот знаете, переживают даже там за вас, потому что они видят, ребят, они все видят, то, что здесь происходит. Единственное, мы их не видим, мы не можем их потрогать, пощупать. И то я вам скажу, что среди вас есть такие, у кого были, ну, то ли видения, то ли вы как-то ощущали на себе присутствие вот потустороннего чего-то. Я вам скажу, вот даже как я, допустим, испытываю, ну, присутствие. Вот бывает, сидишь и такое, как, знаете, ветерок какой-то, холодок, ну буквально 1-2 секунды. То есть все окна закрыты, никаких ни сквозняков, ничего нет. А ты понимаешь, ну прям холод, как будто ветер на тебя подул. Понимаете? То есть это приходят души. У кого-то могут быть видения, да, то есть у всех по-разному. Кто-то, может быть, чувствует прикосновение. Так вот, я вам скажу, что вот эти вот ваши такие ангелы-хранители, да, вот, которые ушли, они очень часто бывают рядом с вами. Вы не всегда их видите, иногда они появляются, но знаете, я вам скажу, что они появляются скорее перед какими-то важными событиями в вашей жизни. Они могут появляться, когда вам, ну, очень плохо на душе. Вот если вы вспомните, я думаю, вы
можете поднапрячь сейчас свою память, ну, либо же потом, и вспомнить, что реально вот вы чувствовали присутствие, да, вот потустороннее, когда вам было тяжело, либо же вот они предупреждали, да, вот перед каким-то там несчастьем, еще чем-то плохим, каким-то событием. Они настолько охраняют вас, потому что, вот знаете, особенно это у кого матери ушедшие, ну, материнская любовь, материнская сила и вообще материнское слово, даже вот при жизни, но это огромнейшая сила, с которой ничего не сравнится. Поэтому вот у кого ушли матери, ну, считайте, что у вас десятикратная такая защита, опека, покровительство, как угодно называйте. Они вам хотят передать, во-первых, смотрите, они даже оттуда видят, что у вас серьезные начинаются проблемы по здоровью. Они хотят, ну, как бы через меня, да, вот я как проводник через Таро, они вам говорят, что, ну, побереги себя, ну, дорогой, побереги себя, не тяни на себе тот воз забот, тот воз проблем, который ты тянешь. Отдыхай побольше, потому что ты разрушишь сам себя. Особенно это касается тех, кто грузит себя работой. Вот грузит, чтобы забыться, чтобы отвлечься, да, вот то, что я говорила в раскладе. Не берите на себя слишком много, это вам говорят ваши ушедшие предки. Далее, что еще? У нас будет несколько таких, я смотрю, сообщений, да. Вот ваши такие вот ангелы-хранители, да, будем так их называть. Они говорят, что не переживай, потому что у тебя будут деньги всегда. Не переживай. Есть некоторые из вас, кто очень переживает, что, может быть, там зарплату хотят урезать, либо урезали. Не переживайте. Деньги у вас будут всегда. Они говорят, что мы всегда тебе поможем. Мы сделаем так, что ты найдешь, где подработать, где заработать. Да? Ну, то есть без денег ты не останешься. Теперь еще, знаете, вот... Ваши ангелы-хранители, высшие силы, они вам подсказывают, что у кого из вас сейчас сложные такие отношения, вот именно те, кто находятся в отношениях, либо же вы там в семье живете, ну, у вас трэш полный, да, вот вы по какой-то причине, может быть, ради детей пытаетесь это все склеить, сохранить. Они говорят, что, опять же, толку не будет с этих отношений, разводись, уходи из этих отношений. Вот они говорят, это мама ваша, бабушка, кто угодно, они говорят, что сынок, дорогой, уходи, толку не будет, тебя не любят, тебя предают, да ты там один, ты варишься один со своими проблемами, ты решаешь все сам, ты делаешь все сам, зачем тебе такая женщина, зачем тебе такая семья, понимаете? И очень большой акцент именно на здоровье. Я, естественно, ребят, я говорю это своими словами, да, потому что, ну, если я начну через тузы, пентакли, жезлы, ну, это будет не очень понятно, не очень интересно, да, поэтому, смотрите, в раскладе очень большой акцент идет на здоровье, то есть высшие силы вас, ну, так, троекратно просят, да, следите за своим здоровьем. Очень много стрессов. Они даже там, наверху, они видят, что вы стрессуете постоянно. Особенно те, кто... Вот из вас кто-то, да, однозначно связан снова с формой, с армией. Кто в горячих точках может быть, берегите себя, потому что опасность велика. Опасность велика, и они оттуда видят, знают и переживают. Здоровье, здоровье, еще раз здоровье, это на первом месте. Понимаете? Я вам скажу, что они еще, я думаю, в ближайшее время как-то дадут знать о себе, вот ваши высшие силы, покровители, ваши ушедшие предки. Снова это будет, у кого-то это прикосновение, у кого-то видение, у кого-то тот же ветерок, может быть, подует внезапно. Ну, это естественно, когда вы в доме ветерок дует, не на улице. Вы почувствуете их. Вот вы почувствуете, и я думаю, все-таки вы будете менять свою жизнь. Вот вы будете менять, потому что, ну, теперь вы знаете, многие знаете, что вас защищают, вас оберегают даже оттуда.
Многие из вас тоскуют за ушедшими предками, особенно, конечно же, это, если это близкие, мама, бабушка. Многие из вас порой, когда вам бывает плохо, когда вам бывает тяжело, вы, бывает, прослезитесь, ребят. И это нормально. Это абсолютно не стыдно. Но, знаете, ну даже вот мне идет информация, что вы периодически, кто-то из вас даже обращается к ушедшей, может быть, маме, там, бабушке, к отцу, может быть, кто-то обращается, да, вот за помощью. И в этом ничего такого нет. Они все слышат, они все видят, они все понимают и как могут оберегают. Я вам скажу, что они не раз отводили от вас беду. Вы об этом тоже знаете. Вот есть из вас, напишите, кстати, в комментариях, были какие-то такие мистические случаи в вашей жизни, возможно, в последние там мгновения вас кто-то спас, да, вот, ну, какие-то чудеса случились. Что-то такое произошло в вашей жизни, что вы реально, вот, боже, у меня у самой мурашки побежали, что вы реально понимаете, что как будто кто-то свыше вас спас, вам помог, да. Вот можете даже описать ситуацию, мне будет очень интересно почитать. Поэтому, ребят, вот смотрите, здоровье это, ну, на первом месте, что вам хотят сказать ваши ушедшие предки, ваши высшие силы, да, это ваши высшие покровители. Берегите здоровье как только можете, потому что вы понимаете, что не будет здоровья, не будет ничего, и уже ничего не захочется. По работе тоже я уже сказала, да, что не переживайте. У кого сейчас, допустим, финансовые проблемы, все наладится, вам помогут ваши покровители снова. И опять же, кто находится в токсичных отношениях, бегите, потому что толку не будет, а стресса добавится. А там, где стресс, там и болячки. Вот как-то так вот, да, немножко грустный такой расклад сегодня был. Ну ничего, предупрежден, значит вооружен. Вот такой сегодня у нас был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!